Короче, ребят, давайте так. Давайте включим не такой формат, типа вот клинический, а формат того, как мы это будем чувствовать под руками. Вы будете чувствовать под руками, что там вот такая вот херня, которая разошлась в две стороны. То есть есть белая линия живота, пресс. Белая линия, она идет у нас от... Ну, давайте вот здесь быстренько нарисую. Лобковый симфиз. Ну, там паховые связки и тазовые кости. И здесь у нас ребра и мечевидный отросток. Вот здесь есть такая связка. Белая линия живота называется. Диастаз — это когда эта линия белая, она делает вот так. То есть, ну, здесь еще где-нибудь пупочек будет. Он может быть вот так. Он может быть вот так. На анатомии у нас был дядечка, у которого была вот такая история. Сверху вниз, от верха до низа прям видно, он поднимает пресс, поднимает голову, и тут прям все проваливается. Хирургически это как делать? Сюда вшивается сетка. То есть собирается и сетка вшивается, чтобы держалось все. Вот. Можно тейпами. Тейпами надо что? Нам надо это дело все собрать. То есть нам надо так, чтобы якоря стягивались. То есть мы берем, ну я покажу по поводу этого момента позже, именно с диастазом. Диастаз посмотрели, попозже я скажу, как с ним работать. На данный момент мы посмотрели диастаз, видим, живот вываливается, нам надо включить пресс. Помимо пресса здесь какие еще мышцы будут? Основная в поддержке живота. Нет. Поперечная. Поперечная здесь везде. Поперечная вот так идет. Ты хочешь проверить? Не, я посмотрю. У меня глаза это самое. Да, можешь посмотреть. Тут как идет у нас? У нас идет поверхностно прямая мышца живота, кубики, которые мы видим. Кубики, которые мы видим. Дальше идут косые, наружные и внутренние. Они как бы вот так вот переплетаются. И все это плюс-минус крепится к белой линии живота. В формате каком может быть диастаз у мальчиков? Когда они качают косые, и не качают прямую мышцу живота, или прямая мышца живота почему-то не работает, они качают косые, да, и растягивают просто косыми мышцами вот эту линию, белую линию живота, в связку. Да. То же самое все делаем. Да. Но... Не, ну с пупочными грыжами и с грыжами, смотря в зависимости, опять же, от какой стадии. Если там уже воспаление, то нет. Если воспаление с сильной болью для начала. Потому что обычно грыжа зачастую видна, просто у нее там пупочек вылезает, пупочная грыжа, либо здесь прям такой есть, ну, человек поднимает голову, у него прям валик. Вот, это, в принципе, начальная стадия. Там, когда уже кишка вылезает, это уже грыжа. Вот это обычно вырезают и зашивают сеткой. Вот, из интересного не понимаю, почему отрезают, почему не затолкать это просто внутрь и зашить. Вот, зачастую просто это вырезают. Вот. Когда уже кишка вылезла, нет, мы уже особо ничего не сделаем. Вот в начальных стадиях, да. Ну вот, да, когда голову поднимаю, здесь такая есть штучка. Опять же, ну честно скажу, на практике только 2-3 случая таких, когда я прям работал с мощным диастазом. Мелкие диастазы быстро убираются. То есть там лазить, один палец залезает, но это тоже будет давать слабость на мышцу живота. Потому что организм будет защищать это место и выключать мышцу живота. Понятно? Так вот, как мы можем собрать живот? Вот пришел у вас нижний перекрестный синдром. Человек с гиперлордозом, вываленным животом и вот такой осанкой, остановленное падение. Вот такая тема. Получается, Да. начало мышцы у нас лобок, Прогиб поясницы сильный. Да. и мы от лобка тянем Да. к ребрам. Да. То есть, ну сейчас такую классическую аппликацию возьмем. Отмерили. Сразу 2 тейпа. То есть, получается, этот человек не сутулый, да, а сильно выпрямленный. Ну, не совсем. Тут есть вариант какой? Вот из простого... Ребят, послушайте меня. Есть нижний перекрестный синдром, есть верхний перекрестный синдром, есть смешанная история. Вот. И там соответствие работы немножко, ну хотя плюс-минус одинаково. То есть пришел человек у тебя вот такой вот,
то по-любому мы тейпируем живот. Пришел с большим животом, ходит он вот так живот на выворот. Вот это наш пациент, которым будем тейпировать живот обязательно. И в первую очередь посмотрим у нее диастаз. Подсогнуто, то есть растянули рабочую зону. Отмерили тейп. Большая ягодичная. Ну, мы тейпируем ее от крестца к бедренной кости. То есть большая ягодичная у нас берет свое начало от задней верхней подвздошной ости. Тут небольшую часть захватывает этой ости крестец. Ну, в некоторых учебниках говорит, что копчик, в некоторых учебниках говорит, что крестово-бугорную связку. Ну, пока возьмем копчик. То есть вот эту зону держит ягодичная мышца, большая ягодичная. И дальше она идет в бедренную кость. С наружной стороны чуть-чуть. Угу. Вот, соответственно, начало мышцы, конец мышцы. Что-то я уже очень много тейпа использовал, боюсь, Наташа меня наругается. Вот, то есть вот примерно ее место крепления. Оно достаточно большое здесь, начиная от вертела, заканчивая, ну, плюс-минус чуть меньше, чем до центра бедренной кости. Вот здесь у нас идет ягодичная мышца. Соответственно, вот сюда будем ввести тейп. Отмерили, сколько нам надо, нащупали крестец. Вот отсюда будем ввести. Вот такой нам нужен длины тейп. Перебор, что у нее и здесь наклеено, и там. Вот это уже будет. Но если будет вот это и ягодицы, то будет, в принципе, ок. Да. Потому что можно считать, что это одна аппликация, вот это вторая аппликация. Ну, типа вот, раз аппликация, два аппликации, это 3 аппликации. Потому что она работает на обе стороны сразу. Так она должна быть симметрична, по сути, когда на 2 ягодичные. На 2 ягодичные, да. Но мы заклеим одну, чтобы не тратить просто так тейп. Я могу отдать свой тейп. Ну вот пойдешь заклеишь сейчас сама. Ничего страшного, если 4 будет. Оно будет Нет, работать. это Ну, одна система ну, получается. да, вообще как бы есть такое мнение, что типа это, скорее всего, это будет много, но я рассматриваю, что есть вот раз аппликация, то есть она идет на одну мышцу, по сути, ну, на мышцы живота. Вторая мышца, третья и третья. То есть 2 ягодичные мышцы, одинаковые мышцы, мы их тонизируем. Вот, также нашли зону крестца. Ну, крестец, я думаю, сможем найти, ребят? Да. Все, отлично. Границу крестца находим. Ставим здесь также тейп. И нам надо включить мышцу. Все то же самое. Взяли. Тейпа кусок взяли. Нашли, куда вы идете. Вот у нас бедренная кость. Вот куда-то сюда я пойду. В середину. От середины до середины и в середину пойду. Также кожу поднатянули. Посмотрели 100, 50, 100, 50. Где-то 20%. Важно, чтобы якорь мышечной коррекции, старайтесь, чтобы он выходил вот на первой точке, первый якорь был немножко дальше места крепления мышцы. То есть вот на плечо я тейпирую, не вот сюда у меня якорь встает, где она крепится прямо к акромиону, а чуть дальше, чуть-чуть. Вот якорь прямо вот здесь кладется, и дальше уже на мышцу пошло. Также здесь крестец нашли, якорь на крестец, а дальше пошло туда, по мышце, да. Все, можешь вставать, покажи ребятам, что мы тут наклеили. Да. Еще нет, надо повернуться попой. Давайте посмотрим, у нее есть разница в складках сейчас, когда тейп стоит? Надо вообще походить, конечно. Давайте еще с ягодичной один момент. Вот для коррекции фигуры. Ребят, внимание, коррекция фигуры ягодичной вот этого вот попиного уха или галифе. Можешь все, идти. Ну, левая ягодичная, видно, да? Вот она прям уходит, и бочок здесь чуть больше. Значит, его надо... Смотри, видишь? Да, я вижу. Что надо? Нам надо что сделать с ягодичной? Подтянуть. Включить ее? Нам ее надо включить. То есть включенная мышца, да, стонизация. Да? Да. Да? Значит, нам надо поставить тейп так же, как я ставил там на ягодице. Да? Все, можете. Якорь на крестец и сюда. Начало, конец мышцы, да. А если одинаковые, мы обе тянем? Если одинаково подвисает, то это четко нижний перекрестный синдром. Это мы работаем обязательно с животом с 2 сторон и с 2 ягодицами. А вот как нам так вот посмотрел такая вот так? Сейчас мы поработаем суп, потом сам. Ну как так?
Ну вот, пока вот есть инфа какая. Вот этой инфой ты можешь пользоваться уже для начала. Так. Пока ты можешь включать ягодицу. И это уже, поверь мне, очень много. Вот. И дать упражнение, чтобы она качала ягодицу. Затейпированной. То есть это уже хороший процесс. Потому что вот так вот посмотреть... Если не закачала, не получилось, значит, Да. скажите, вы недостаточно... Мы- Докачали. Мы можем дать хороший ресурс и возможность на то, что человек, возможно, перестроится. Потому что ягодица, она девка такая. Она говорит, в любой непонятной ситуации, она говорит, ребята, я не буду здесь ничего делать. Я пошла спать. И делает так, обвисает. Это та мышца, которая на любую дисфункцию практически идет слабость.